Казалось бы, в одинаковых условиях находятся три орхидеи. Они даже стоят рядышком на полке. Но каждая орхидея ведет себя по-разному. У каждой орхидеи свой характер, свой потенциал к жизни, свои ресурсы, накопленные за время их роста. И на канале выйдет еще 5 видео «Энциклопедия анатомии орхидеи». И вы все узнаете и будете понимать свою орхидею. Смотрите обязательно эти видео, подписывайтесь на канал, для того, чтобы узнать все, как живут и растут орхидеи. И вы будете разговаривать со своей орхидеей и понимать ее как никогда. Вам все станет понятно, даже новичкам. Добрый день, друзья! Наш Сёма решил сегодня прогулять очередное занятие, но пришли два других. Юля. Юля уже даже заснуть успел. Конечно, долго собирались. И Ричи. Они находятся рядом, нас всегда охраняют, когда мы рассказываем о цветах. И сегодня рассказ о 3 орхидеях. Это продолжение рассказа о них, которые мне были подарены на 8 марта. 2 видео об этих орхидеях уже вышли. И вы можете посмотреть их по ссылкам в описании под видео, и ссылка будет оставлена в правом верхнем углу экрана. Один раз я рассказывала сразу после покупки, а второй раз я рассказывала, что я делаю с орхидеями, которые были куплены в моховых стаканах. Я вам подробно рассказывала, почему, для чего. И вот прошло чуть больше месяца, и я хочу вам показать опять эти 3 орхидеи. Посмотрите, они все 3 продолжают цвести. На орхидее «Летнее дыхание» я вам показывала, как переставить орхидею в прозрачный горшок, как распушить мох. Мох весь распушен, поставлена орхидея в больший горшок, и я продолжаю за ними наблюдать. Но за это время уже у орхидей происходят какие-то изменения. Ну, давайте начнем с орхидеи «Летнее дыхание». Кто-то мне писал, что это каменная роза. Нет, это не каменная роза. Это совсем другая орхидея, чем-то похожа, но другая. Эта орхидея называется «Летнее дыхание». Какие изменения? Она продолжает цвести, вроде бы никаких изменений. Лист расти не начал, но зато изменения в корнях. И это очень важно. Почему я вам говорю, не трогайте орхидеи, не пересаживайте сразу. Вот смотрите, медленно, но верно орхидея начинает растить корни. И вот здесь, но он совсем крошечный. Вот он, второй. Все орхидеи растут по-разному. Абсолютно все. Одни начинают растить лист, другие начинают растить корни. Но это признак того, что орхидея начинает отцветать. И вот первый цветок, вот он уже закрывается. Еще остальные стоят красивые, этот закрывается уже цветок. И орхидея переходит в стадию роста. Пока еще не активного, но роста. Ага, кто-то решил нам мешать. Ричи решил играть с Юлей. Будь здоров. Но видите, что в таком распушенном мху орхидея начинает от здоровых корней отращивать новые корни. Но я бы сказала, что это самая тугодумная орхидея, наверное. Сейчас я вам покажу, как я их поливаю. Видите, сыпется мох, мох сухой, поэтому и сыпется. Нет, самая тугодумная орхидея это все-таки Бэтмен. Но у нее немножко все происходит по-другому. Я сразу вам рассказывала, что у нее есть еще один цветонос. Растет маленький листик очень медленно.
Мне кажется, что она не пытается дорастить цветонос, но она распустила все бутончики. Спасибо, что написали, она ароматная. Действительно, до середины дня она чудесно пахнет. И корней у нее новых еще нет. Она еще цветет. Вот здесь большое количество корней и ни одного растущего корня. То есть орхидея продолжает цвести. И удивительная орхидея пульчерима, которая сбросила сухие цветы, распустила бутон, продолжает наращивать бутоны на 2 ветках, правда здесь больше, на другой ветке меньше. Но что она творит в горшке? Смотрите, какое количество корней у нее начинают расти. И, как оказалось, не всем понятно, как же я поливаю такие орхидеи. Все очень просто. В литровую кружку наливаю воды чуть меньше, чем литр. И действительно на 15 секунд опускаю орхидею. Вот смотрите, давайте считать вместе. Опускаю медленно, чтобы вода, как в сообщающихся сосудах, поступала тоже равномерно до самого основания орхидеи. Шея орхидеи всегда остается сухая. Проходит 15 секунд. Мох очень быстро впитывает влагу. Горшок становится очень тяжелым, и за орхидею вытаскивать горшок не нужно. У вас просто горшок вот этот может отвалиться, а вы достанете всю орхидею. Поэтому берете пинцет или то, что вам удобно, достаете орхидею. Мох взял воды столько, сколько смог. Сливаете остатки воды. Все, и ставите опять на поддончик. Просто вы должны увидеть, что мох напитался. Даже если корни остались серебристыми, сейчас мох отдаст эту влагу корням. У меня получается поливать их раз в 2 недели. Мох просыхает полностью. Ну вот вы видите, что очень легкий стаканчик, очень. То есть внутри тоже мох сухой. И вот тогда они себя прекрасно чувствуют и прекрасно продолжают цвести и расти. Не обратила ваше внимание, когда погружала первую орхидею, воды было 800 мл. А когда ее достала, мох впитал в себя почти 150 мл воды. Вот сейчас погружаю третью. Вы мне скажете: ой, в одну и ту же воду погружаете. Но эти орхидеи были куплены одновременно. Поэтому ничего страшного в этом нет. Давайте заметим, сколько тут воды. Пол-литра. Вот я сейчас погружаю орхидею. Держу ее опять 15 секунд. Почему я погружаю в одну и ту же воду? Ну, во-первых, мы не достаем корни. Во-вторых, точно знаю, что все корни целые, нет никаких трещин в корнях. А вирусные заболевания распространяются с соком растения. Здесь этого ничего нет, поэтому я очень спокойна. И вот сейчас я достану. Прошло уже 15 секунд, пока я что-то говорила. И посмотрите, сколько воды стало? 350. Представляете, сколько воды впитывает мох? 150 миллилитров. Это маленький стаканчик. И после этого обязательно нужно просушить орхидею. Вот сколько воды ушло на полив таких орхидей. Казалось бы, в одинаковых условиях находятся 3 орхидеи. Они даже стоят рядышком на полке. Но каждая орхидея ведет себя по-разному. У каждой орхидеи свой характер, свой потенциал к жизни, свои ресурсы, накопленные за время их роста. И на канале выйдет еще 5
видео «Энциклопедия анатомии орхидеи». И вы все узнаете и будете понимать свою орхидею. Смотрите обязательно эти видео, подписывайтесь на канал для того, чтобы не потеряться и для того, чтобы узнать все, как живут и растут орхидеи. И вы будете разговаривать со своей орхидеей и понимать ее как никогда. Вам все станет понятно, даже новичкам. Ну а опытные архаманы, они, конечно, все это знают, но, может быть, не складывают все это в единое. А когда вы посмотрите все 6 видео, вы поймете, что вся цепочка от корней до кончика цветоноса – это единая орхидея, и как она взаимодействует. Корни, листья, что происходит в каждом ее органе. И вам будет понятно, как правильно выращивать в домашних условиях орхидеи и понимать их. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.